Дизраптор — это рейнджевой персонаж с основным атрибутом интеллект. Скорость передвижения 300, начальный урон 51. Базовые характеристики 19 силы, 15 ловкости и 22 интеллекта, а также всего одна единица брони на первом уровне. Дизраптор получает 1,9 силы, 1,4 ловкости и 2,5 интеллекта за каждый уровень. Нужно сказать, что все статистики Дизраптора являются очень средними, и он достаточно слаб в сражениях на первых минутах игры. Первый скилл Thunder Strike. Несколько раз бьет молнией по вражескому юниту, также нанося урон всем юнитам поблизости в радиусе 240 от цели. На себя обращает внимание очень большой урон этого скилла на первом уровне. В сумме он отнимает целых 160 хитпоинтов за 6 секунд. Также Thunder Strike дает видимость на цели, пока он работает, что очень эффективно комбинируется с глимпсом. Тип урона заклинания магический. Второй скилл Glimpse. Скилл, который делает Дизраптора по-настоящему уникальным персонажем. Глимпс телепортирует вражеского героя туда, где он находился 4 секунды назад. Благодаря Глимпсу Дизраптор является великолепным гангером. Третий скилл Kinetic Field. Дизраптор создает круговой барьер кинетической энергии, через который противники не могут пройти. Радиус барьера 325. Ultimate Static Storm. Дизраптор создает статический шторм, наносящий урон и запрещающий использовать способности всем героям, оказавшимся в области. Радиус 450, длительность 5 секунд. Может быть улучшен Аганимом. Аганим увеличивает длительность ультимейта на 2 секунды, а также запрещает героям, попавшим в шторм, использовать купленные предметы. Ультимейт Дизраптора с Аганимом является одним из самых сильных ультимейтов в игре. Тип урона заклинания магический. Дизраптор является одним из лучших саппортов в игре. Такое звание он с гордостью может носить из-за своих очень полезных способностей, которые совершенно не требуют наличия артефактов. Дизраптор может быть исключительно полезен даже совершенно без фарма. Поэтому он является универсальным героем-вешалкой для любых саппорт-предметов, будь то фурстав, глиммеркейп, урна, мека или чего угодно еще. На остальных ролях Дизраптор смотрится намного хуже. Есть, правда, возможность использовать его как мидера. В таком случае нетрудно будет купить очень сильную комбинацию артефактов Эул и Аганим, которая позволяет абсолютно любого противника с абсолютно любыми предметами превратить в большого и бесполезного крипа. Однако тот факт, что у Дизраптора достаточно мало урона от заклинаний, нет АОЕ и нет мобильности, все-таки делает его не лучшим мид-персонажем. Перед тем, как кликать на Дизраптора, давайте постараемся разобраться, а нужен ли нам этот персонаж. Дизраптор — один из лучших саппортов в игре для активных и агрессивных действий в начале и середине. Поэтому старайтесь использовать Дизраптора в тех случаях, когда ваша команда собирается играть агрессивно. Дизраптор крайне хорош против любых блинкеров и мобильных героев у врага. Всех их можно здорово контрить при помощи комбинации Глимпса, Kinetic Field и Статик Шторма. Также Дизраптор весьма неплох в пиках, направленных на постоянные драки 5 на 5. Своим ультимейтом он может здорово дополнять любые подобные пики. Но есть у Дизраптора и слабые места. Первое — это лейт-ориентированные игры, где не происходит никаких драк на старте и в середине, и игра затягивается в позднюю стадию. Чем дольше идет игра, тем Дизраптор становится слабее. Все скиллы Дизраптора становятся бесполезны против БКБ. Чем больше БКБ в команде противника, тем менее становится полезен Дизраптор. Все меняется, когда Дизраптор купил Аганим. Но это не гарантированно. Если противники нажмут БКБ до того, как попадут в ультимейт Дизраптора с Аганимом, то они все так же будут к нему неуязвимы. К тому же Аганим купить выходит далеко не всегда. Еще одно не самое сильное место Дизраптора — это линия 3 на 3. На подобной линии он достаточно слабый персонаж, который уступает многим аналогам. Также Дизраптор очень плох против быстрых пушей. Если противник начинает убирать героев типа Чена, Андайнга, Пугны и им подобных, трижды подумайте перед пиком Дизраптора. Против пушей он практически бесполезен. В прокачке Дизраптора можно встретить разные варианты, но я бы советовал делать это вот так. На первом уровне берем Thunder Strike, на втором и третьем Glimpse, на четвертом Kinetic Field. Далее докачиваем Glimpse, после него докачиваем Kinetic Field и только потом уже добираем Thunder Strike. Конечно, на 6, 11 и 16 уровнях не забываем про ультимейт.
Качать Глимпс в приоритет я советую ввиду того, насколько сильно растет его польза в зависимости от уровня прокачки. Многие пытаются играть, прокачивая сначала Thunder Strike, но в этом не очень много смысла. Если хотите взять героя с хорошим уроном, то есть варианты и получше, чем Дизраптор. Дизраптор же силен именно глимпсом, и брать его стоит только тогда, когда вы можете использовать глимпс на полную катушку. Пройдемся по магазинам. Начальный закуп: танго, фласка, 2 кларити, веточка, курица и вард. Первым делом стараемся купить ботинок. Дальше я бы посоветовал приобрести Magic Wand и урну. Часто на Дизраптора покупают Arcane Boots, но я бы рекомендовал это делать только в случае, если впоследствии вы собираетесь купить Guardian Greaves, иначе Дизраптору столько маны ни к чему. Следующим предметом покупаем Force Staff. Дизраптору не помешает немного мобильности, к тому же Force Staff — это отличный саппорт-предмет, полезный в любых ситуациях. Теперь у нас есть много вариантов. Если игра начинает затягиваться и появляется время пофармить, то начинаем потихоньку делать Аганим. Но если игра идет активно, то я бы отложил покупку Аганима на некоторое время и сначала сосредоточился на более дешевых предметах, которые могут помочь нам и нашей команде. Если ранее мы все-таки купили Arcane Boots, то можно задуматься о Меке и Guardian Greaves соответственно. Также наш выбор может пасть на Glimmer Cape. Этот предмет фактически также многофункционален, как и Force Staff. Если у врагов есть герои, которые очень больно бьют физическим уроном, то стоит купить Ghost Scepter, иначе мы можем слишком быстро умирать в драках. Еще один неплохой предмет — это Lotus Orb. Его можно брать практически всегда, особенно эффективно против сильных точечных скиллов у противника, а также хиксов, которые можно с его помощью снимать с союзников. Купив наиболее необходимые нам предметы, мы возвращаемся к Аганиму. Также перед или же после Аганима я бы рекомендовал купить Эул. Комбинация Эула и Аганима позволяет Дизраптору стать нереально мощным инициатором. Если получается поднять любого вражеского персонажа в Эул, то дальше он не сможет в ультимейте Дизраптора использовать абсолютно ничего. Таким образом можно убивать даже вражеских кэрри-героев. Последним нашим предметом будет Хекс, который хорош в лейтгейме на любом персонаже. Дизраптор является очень неплохим саппортом гонялой на ранних стадиях за счет большого урона на Thunder Strike, а также большого радиуса своей атаки. Однако Дизраптор один из тех героев, который нуждается в опыте. За Дизраптора очень важно как можно быстрее набирать уровни, поэтому не увлекаемся одним лишь харасом противника, но также и отводим крипов при первой же возможности. Бегать, гангать за Дизраптора нужно строго по ситуации. За счет глимпса и кинетик филда Дизраптор является одним из лучших гангеров, но стоит понимать, что при ганге сам он делает крайне немного урона. Гангать за Дизраптора нужно либо в паре, либо идти к какому-то герою, который сможет нанести достаточное количество урона. Дизраптор — лучший гангер в тех ситуациях, где на какой-либо линии идет равная битва, и герои не могут убить друг друга просто потому, что они друг от друга убегают. Дизраптор никому убежать не позволит. Гангая и информя отвода мы должны как можно быстрее получить 6-й уровень. Получив его, очень желательно стараться использовать ультимейт как можно чаще в драгах или гангах. Можем взять пару смоков, желательно захватить с собой пару союзников, и можно отправляться к вражескому кэрри или мидеру. Абсолютно неважно, какой там стоит герой. Если вы сможете подцепить его на комбинацию Glimpse, Kinetic Field и Ultimate, скорее всего он отправится в таверну. Возможность на ранних этапах почти гарантированно убивать вражеских кэрри делает Дизраптора крайне полезным героем. Старайтесь при каждом ганге и забеге на вражескую территорию ставить варды. Эффективность Дизраптора повышают агрессивные варды во вражеском лесу и за вышками. Таким образом повышается и вероятность подцепить на Glimpse какого-либо врага. Особенно варды в лесу хороши тем, что часто именно там можно обнаружить вражеского кэрри-героя. При игре за Дизраптора очень важно почувствовать тот момент, когда противники уже не умирают от ваших спилов, особенно когда у них появляются БКБ. В этот момент Дизраптор начинает становиться все более слабым в битвах, и чтобы оставаться на плаву, ему нужно фармить предметы. Это не означает, что вы должны бегать по карте и воровать деньги у ваших кэрри, но все-таки подфармливать предметы вы обязаны, иначе в один прекрасный момент вы станете совершенно бесполезны и будете складываться от 2 ударов вражеского кэрри. В тот момент, когда у вражеских кэрри-героев появляется БКБ, а стало быть наши способности на них не работают, стараемся сместить свой фокус на саппортов противника. У саппортов БКБ будут вряд ли, а положить хороший сайленс им на голову – отличная идея. Также за Дизраптора не стоит лезть на рожон. Все скиллы Дизраптора имеют достаточно большой рейндж каста, а это позволяет вам не залезать в пекло. Если драка затягивается и БКБ противника прекратили свое действие, то это снова ваш звездный час.
Хороший ультимейт в середине драки может переломить ее исход. Если вы не умерли, а ваша команда начинает выигрывать битву, очень полезным будет глимпс, который не позволит кому-то сбежать. Лучшие союзники для Дизраптора — это герои, с которыми он может убивать врагов. Например, Queen of Pain, Templar Assassin, Lifestealer, Night Stalker и другие сильные персонажи с большим количеством урона. Но союзником Дизраптора номер один является Нага Сирена. Комбинация их ультов является одной из сильнейших в игре, особенно если Дизраптор купил Аганим. Самые неприятные враги для Дизраптора — это персонажи, которые быстро покупают БКБ, или те, у которых есть врожденная магическая неуязвимость. Лайфстиллер, Джиггернаут и Омнинайт особенно неприятны. По личному опыту могу добавить следующих персонажей: Гирокоптер, Темплар Ассасин, Дрэгон Найт, Хускар, Легион Командер и Лондруид. Максимальную пользу от Дизраптора можно ощутить против всех блинкеров и любых мобильных героев в доте. То есть он отлично смотрится против King of Pain, Пака, Шторма, Антимага и Сларка. Несколько готовых пиков с Дизраптором: Дизраптор, Queen of Pain, Нага Сирена, Визаж, Клокверк. Дизраптор, Темплар Ассасин, Гирокоптер, Андайн, Кентавр. Дизраптор, Лишрак, Лайфстиллер, Венга, Бэтрайдер. Глимпс является очень эффективным способом вернуть противника на исходную позицию после телепортации на вышку. Используйте это при пушах и в других ситуациях. Глимпс убивает иллюзии. Глимпс, использованный на противника в течение 4 секунд после возрождения, вернет его на место смерти. Комбинация Иул и Аганим является невероятно сильной на Дизрапторе, так как позволяет превратить абсолютно любого героя с абсолютно любыми предметами просто в толстого крипа. Дизраптор — это один из сильнейших саппортов в гангах на старте и в середине матча. Максимально хорошо он проявляет себя вместе с сильными и агрессивными союзниками, способными убивать врагов после глимпса. Однако Дизраптор постепенно теряет свою полезность по ходу игры, поэтому, играя за него, старайтесь заканчивать игры в мидгейме. Удачи и хорошей игры!